Друзья, всем привет! Позавчера мы с вами пересаживали вот эти вот уцененные орхидеи, над которыми предварительно провели несколько процедур. Это обработали от грибково-бактериальных заболеваний куркумой с корицей. Обработали эти орхидеи от насекомых-вредителей, применяя доступные средства дегтярное мыло, в основе которой состоит березовый деготь. И вот у нас позавчера была очередная обработка этих орхидей. И мы пересадили их вот в эти вот горшочки. Кто не видел это видео, обязательно посмотрите. В верхнем правом углу я оставлю ссылочку на это видео, как мы пересаживали эти орхидеи. А еще лучше зайдите в раздел плейлистов и посмотрите плейлист, который называется «Уцененные орхидеи. Возвращение к жизни». И вот в этом плейлисте мы собираем видео про 5 орхидей. Здесь вы видите 4, которые мы пересадили, а одна для пересадки не подошла. Почему? Потому что у нее, друзья, проблемы с корнями. То есть вот прям самая настоящая уцененная, обиженная орхидея, у которой, посмотрите, совсем ничего не осталось. Плюс сейчас мы еще ее подчистим окончательно и поставим на наращивание корней одним из двух основных способов, друзья. Да, на самом деле для наращивания корней существует два основных способа. Первый — это листьями в воду, а второй — это вот как в нашем случае, но это уже орхидея достаточно долгое время находится в моховом таком своеобразном гнезде. Ну, мы, собственно говоря, и этот термин запустили — моховое гнездо. Но сперва хочу вам немножечко вот про этот способ рассказать. Листьями в воду — это, наверное, самый простой способ для того, чтобы поместить орхидею, наращивать корешки. Есть несколько вариаций листьями в воду. Это когда вот так, как вы сейчас видите. Другой момент — это когда сверху еще накрывают какой-то емкостью, либо еще один прозрачное кашпо, либо еще какой-то стакан прозрачный, пластиковый или полиэтиленовый, и обеспечивают таким образом влажную вокруг среду. И вот такой способ, он простой в помещении, но, скажем, такой трудоемкий в создании вот как раз-таки влажной среды вокруг вот этой вот основания этой орхидеи. Сама фишка в том, что орхидея не только вот пьет воду листьями, да, но еще и нужно обеспечивать влажную среду вокруг вот здесь вот основания, для того, чтобы выманивать корневую систему, потому что не всегда листья выполняют функцию, скажем так, хорошо, функцию корней, чтобы впитывать воду, да, и это у них хорошо получается, когда, например, много листьев. Когда листья целые, ну вот нету никаких внешних признаков, например, следов каких-то там грибково-бактериальных болячек, следов покусов насекомыми вредителями, следов разломов или надломов листьев. То есть хорошие целые листья, и их достаточно много, чтобы можно было опустить их там до половины листиков в воду, чтобы обеспечивать необходимую влагу орхидеи. Ну и плюс организовать сверху какую-то емкость и периодически ее открывать и опрыскивать вот эту часть и опять закрывать. И потом опять открывать, чтобы проветривать. То есть поместить вот так вот орхидею очень легко, но потом, скажем так, немножечко трудоемко и ответственно в дальнейшем ухаживать за вот таким способом наращивания корней. Я же в своей практике использую, ну, пускай не самый, скажем, простой способ по
помещению орхидеи на наращивание корней, но зато самый простой в дальнейшем потом уходе за наращиванием. У нас есть плейлист на канале, который называется «Как нарастить корни орхидеи». Есть отдельно видео и плейлист «Орхидея была без корней». И вот в этих плейлистах как раз таки есть видео собраны, где мы вот так выращиваем десятки в разном состоянии орхидей, вообще без корней, и потом какие у нас корневые джунгли получаются. Это вот способ помещения орхидеи основанием над водой. Можно просто над водой поставить орхидею без каких-либо дополнительных приспособлений, веществ. Можно поставить орхидею основанием, ну вот за счет того, что вот видите, здесь выемка, на саму выемку поставить основание и засыпать по периметру керамзит и налить водички, чтобы керамзит плавал в водичке, так дольше вода испаряется, ну и меньше она портится. Вот. А либо вот так вот, как у нас, в нашем случае, вот такое вот моховое гнездо, использование мха сфагнума, керамзита в качестве дренажа внизу, а мох сфагнум это как раз такое своеобразное кольцо вокруг основания, которое обеспечивает как раз таки вот необходимую влагу вон там вот вокруг основание, возле корневой шейки, откуда начинают лезть потом вот такие вот корни. Это орхидея Абба, биглип, капризуля, которая потеряла у нас корни после покупки и пересадки. И вот мы эту орхидею поместили вот сюда. Это очередная орхидея после магазинов, когда теряют корни. Вот, и ее уже давно надо было пересадить, потому что она вот нарастила достаточно много корней и достаточно давно. Вот, по примеру, вот как вот эту вот орхидею, которую тоже мы вот точно таким же способом ставили, она тоже без корней была, точно таким же способом ставили наращивать корешочки. Даже у этой орхидеи вот этот вот колодец из мха или моховое гнездо, как мы называем, он был вообще высокий. Вот. И тоже несколько месяцев орхидея находилась на наращивании вот так вот корней. Затем она нарастила корни, вот как вот это, мы ее пересадили. И уже вот в новой посадке эта орхидея успела обзавестись вот такими вот новыми корнями. Это орхидея Пират Пикати, вот ее название, от предыдущего хозяина, когда я ее покупал у коллекционера. Но оказалось, что она цветет не так, как изначально мне ее продавали. Да. Вот. Но ничего, мы ее тоже поставили, она нарастила корешочки и вот прекрасно растет в закрытой системе. Вот и сегодня, друзья, я хочу еще раз вернуться к надежному способу по наращиванию корней орхидеи. Это вот такой вот способ мохового гнезда. И мы посадим, друзья, как я уже и говорил, используем самые бюджетные, самые доступные, самые простые по возможности материалы и средства. И сегодня мы будем вот в такой горшочек и помещать, потому что нет у нас, допустим, вот такого кашпо или вот такого мерного стакана, а есть обычный, самый простой, вот такой вот горшочек из-под квашеной капусты, который в магазинах продается. И вот сейчас мы с вами, друзья, немножечко поработаем над этой орхидеей. Значит, еще раз напомню, что все обработки орхидея уже прошла. Мы ее обработали и от насекомых, и от болячек, и от всего. Ну, еще осталась у нас одна обработка дегтярным мылом. Мы ее обработаем еще один разочек. И все, будем наблюдать. И, ну, то есть и вот эти орхидеи тоже. И периодически будем применять различные
стимулирующие средства, которые доступны в наших магазинах. Ну что, давайте приступим. Вот уже за время нахождения этой орхидеи в наших домашних условиях она уже выпустила такой листочек. Чувствуется, что где-то вот здесь у нас зреет корешок, но мешает вот этот вот листик. Мы его удалим, этот лист, потому что он уже все. Хотя, конечно, не все поддерживают мое мнение, но вот я уверен, что орхидеи имеют свойство вытягивать питательные вещества из нижних листьев и направлять их на рост листочков новых, на рост корней, когда, например, нету основных корней у орхидеи, да, и чувствует она себя болезненно. Она тогда начинает перераспределять внутри себя эти питательные вещества и, как правило, забирает их вот из таких вот листиков. Но в нашем случае у нас, не скажу, что прям совсем плохо с корнями, хотя совсем плохо. Сейчас мы ее подчистим, срежем вот этот корень, он никакой, он уже полностью изжил, то есть из него вода сочится, он сухой полностью. Я его срежу, друзья, он нам не нужен. Вот этот корень вот этот, он сгнил. Это как раз к вопросу о том, что происходит с орхидеями, да, если вспомните, когда мы ее пересаживали, вот в плейлисте посмотрите, друзья, видео, когда мы их потрошили, эти орхидеи изначально, то есть они у нас некоторое время стояли в пустых горшках, а вот самое первое видео, где мы достаем их из горшков, и вот у этой орхидеи, когда мы ее подчистили, было небольшое количество корней, которые создавали иллюзию здоровых, вроде таких, обнадеживающих корешков. Я еще сказал, что не стоит обнадеживаться. И вот спустя время мы увидели, что эти корни, они, в общем-то, уже были мертвые, когда мы их доставали. И вот то же самое происходит, когда мы покупаем орхидеи в магазине. Да, вроде распотрошили, вроде видим, что все у нее так хорошо с корнями. Вроде бы как хорошо, да, пересаживаем, а потом через неделю, через месяц орхидея начинает скукожопливаться, листья, то есть начинается у нее такой, знаете, потеря тургора, листики как мятая бумага, желтеть начинают, не от основания, допустим, а от кончика вот отсюда вот. И все, и мы такие, что с орхидеей происходит, что сделано не так, что ей не нравится и так далее и тому подобное. Наверное, посадка не понравилась. А оказывается, все банально просто. Просто пересадили орхидею с уже испорченными корнями. И естественно, вот с такими корнями лучше, конечно, пересаживать, с учетом, вот не сразу делать пересадку, а вот временную посадку, вот как мы сейчас делаем посадочку в керамзите и такое моховое гнездо создадим. Мох нам, скажем, такой, знаете, не нужен особо живой, допустим, нам нужен мох. Вот сейчас все увидите, сейчас все покажу. Так, ну листик все-таки мы снимем, он нам не нужен. Мы откроем основание для того, чтобы у орхидеи открылась вот эта вот часть, вот эти вот щечки, корневые, да, чтобы оттуда полезли корни. Тем более, что вот я чувствую, что там уже что-то должно быть. Вот, как наметки на появление корней. Вот. Да, смотрите, какая прелесть. Вот, я же говорю, что нужно вот такие листики снимать, потому что они не дают возможности появляться новеньким вот таким вот корешкам. Вообще, конечно, после наших процедур орхидея значительно ожила. Я могу вам сказать, что вот видите, вот здесь на кончике, видите, тоже такая, как биссеринка, вот, такая почка корневая появилась. Вероятно, что вот здесь как раз полезет новый корень. А вот у нас почка корневая тоже проснулась.
Вот здесь у нас проснулась почка корневая. Где-то еще вот я смотрел. То есть корни должны у нас полезть. И мы должны максимально, конечно, помочь орхидее эти корни выпустить. Вот здесь вот у нас почка назревает, но это не корневая, а скорее всего это почка, вот из которой могут цветоносы и из которой могут при определенных условиях появляться детки. То есть это скорее всего такая деточкина почка. Так, ну что, вот в таком состоянии мы ее и с вами поместим сейчас на наращивание корешков. Так, ну, наверное, вот этот вот все-таки я удалю, он нам не нужен. Вот этот старый цветонос совсем не нужен. Я его срежу, вот так вот, чтобы он не мешался. А вот этот вот оставлю. Вот этот оставлю, мы за него будем держать. Так, ну что, идем дальше. Идем дальше. Так. Быстро, все сейчас быстро пойдет. Значит, есть у меня керамзит, который мы с вами уже использовали. Вот такой вот в тех посадках. Мешая его с кокосовыми чипсами. На дно я выбираю крупные вот такие вот гранулы. Ну, объемом, наверное, ну так, чтобы высота у нас была, ну, где-то, наверное, на 2 пальца, да, вот так вот. Здесь у нас в этом горшке выемки нету. И не на что ставить основание, вот как вот в таких вот кашпо. Поэтому мы здесь слой керамзита чуть-чуть побольше сделаем. Вот так вот. Наверное, да? Да, вот так вот. Оп. Она, чтобы у нас орхидея корнями касалась. Вот. Ну, поставим нашу орхидею на какой-нибудь кусочек, на какую-нибудь керамзитину. Вот. Вот такую вот. Так вот. И теперь возьмем, я думаю, вот так будет нормально. Вот. На керамзитинку ее поставим. Вот. И теперь сверху будем, ну вот чтобы было понятно, я вам вот показываю вот так вот, я не знаю, видно вам, не видно. Вот. И теперь поглубже вот так вот. Вот. Вокруг будем обкладывать мхом. Мох сфагнум, друзья. Вот такой вот он у меня имеется. Вот он. По мху как раз, друзья, хочу сказать, что мох должен быть не обязательно там высокого качества. Вот этому мху, наверное, уже, ну, наверное, года 2, как он у меня хранится в емкости. Вот такой вот он. Он еще не гниет, главное, чтобы у него запаха, знаете, не было такого отвратительного. Он должен пахнуть, ну, я не знаю, может быть, прудом пахнуть как-то. Вот. Так, ну давайте сперва я покажу, сделаем кольцо вокруг по периметру. Вот. Кольцо по периметру, без орхидеи. Вот так вот, видите, сейчас плотненько я это делаю. Вот так вот. Так. Храпит это у меня Масямба под столом. Так, ну вот, друзья, вот так вот я это делаю. Вот. Вот, посмотрите. Значит, в середине у нас здесь, видите, керамзит. А по периметру у нас мох. Можно мох поднять стеночки. Так, нам теперь не поднять, нам нужно теперь орхидею поместить сюда, потому что у нее есть хоть какие-то корни, но есть. Вот один, вот второй. И вот кочерышка. Видите, вот эти вот
вполне возможно, что из них полезут новые, как я уже сказал. Поэтому мы ее, эти корни помещаем в сам вот этот вот мох. А орхидея, сама основание, видите, у нас встала на керамзит. Вот. А остальной мох снизу мы немножко убираем от основания, чтобы орхидея у нас основание немножко было такое, знаете, проветриваемое. Основание проветривалось. Так, ну вот как-то так, да? Так, вот. Новенький корешок тоже поближе размещаем к мху. Так. Так, я себе... Вот так вот. С краев. И вот здесь также. Хоп. Так. И с этой стороны. Ну вот так. Все. Вот так у нас это получилось. Вот. Вот поэтому не удалили мы вот этот вот цветонос. Он как раз как палочка для устойчивости орхидеи. Вот наш новый. Вон он. Видите? Вон он. Корешочек. Ну и все. Он будет у нас выступать индикатором своеобразным. Будем смотреть на орхидею. Все, вот у нас называется такое моховое гнездо. Почему гнездо? Потому что у нас основание орхидеи находится вот как бы вот в такой вот в гнезде. По периметру у нас мох, в серединке у нас пустое пространство, а снизу у нас керамзит. Как буду поливать, это я покажу вам уже непосредственно в следующем видео. Но кто хочет посмотреть, как это от начала и до конца уже с окончательным результатом, можете посмотреть, еще раз говорю, плейлист, который называется «Как нарастить корни орхидеи». Или плейлист, который называется «Второй орхидея была без корней». Вот там от начала до конца можно найти все видео. Ну, а те, кто следит за каналом, за нашим, за ежедневными видео, за видео, которые в онлайн режиме выходят, те увидят результат этой орхидеи, полива и как она будет себя чувствовать уже дальше. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока.